Приветствую всех на своем канале. В этом видео хочу рассказать, как я работаю на Pocket Option. Как я уже до этого говорил, на Pocket Option я не работал, у меня здесь был аккаунт, и только последние полторы, что ли, недели или неделю я здесь уже работаю в параллели с бинариумом. То есть изучаю всю работу, то есть как устроен терминал, привыкаю ко всему. И как бы веду свои такие наблюдения. И здесь использую уже другие стратегии для торговли. И также, как и на бинариуме можно использовать. Но здесь я немножечко другой подход использую, потому что можно торговать на более мелком таймфрейме и открывать сделки на короткое время. Рассказываю, как всегда, свой собственный опыт. Никого никуда не агитирую, не склоняю. Каждый сам решает для себя, надо ему это, не надо. Все. Для меня, мне это надо, это интересно. Я этим живу последний почти год. Pocket Option вот недавно присоединился, потихонечку разгоняю депозит, говорю честно, открыто, я здесь не разгонял пока что за последнее время там с 1000 до 20 тысяч долларов, до 100 тысяч долларов, нет. Торгую потихонечку, закинул 1000 долларов и потихонечку двигаюсь все больше и больше. Сейчас 1400 долларов где-то у меня. И потихонечку разгоняю, без всякой суеты, без спешки, с такой стратегией аккуратной. Возможно, попробую скоро разгонные какие-то стратегии. Однако, зная рынок, быстрее здесь можно слиться, чем ловить какую-то удачу. Поэтому просто продолжаем. Лайк, подписка и все, погнали. Следующим шагом переходим, соответственно, на регистрацию. Ссылка находится под видео, да, на партнерское, она официально переводит вас на официальный сайт Pocket Option. Естественно, я тоже человек, я хочу дополнительно зарабатывать деньги. Помимо того, что я торгую, зарабатываю, я хочу зарабатывать еще на комиссиях. То есть я делаю контент, я трачу время на YouTube свой, на то, чтобы смонтировать видео. Это все время уходит. Я могу спокойно торговать вместо того, чтобы монтировать видео, могу торговать на рынке и зарабатывать. Но я рассказываю какие-то стратегии, свой опыт, делюсь им. Как маленький бонус, хочу получать также рефералку. Лишними деньги не бывает, я думаю, каждый с этим согласится. Регистрация очень простая. Перешли по ссылке, открывается окно регистрации. Вводите e-mail, пароль и промокод. Оставлю также под видео, может быть, кто-то захочет им воспользоваться. Но, если честно, как вы могли из предыдущих видео, если не смотрели, посмотрите, узнать, что я не сторонник промокодов. Почему? Потому что если вы, допустим, завели на счет 50 баксов, нужно сделать x50. Соответственно, что это означает? Вы должны заработать 2500 долларов, заведя 50 долларов, должны раскрутить минимум до 2500 долларов. И только тогда вы сможете уже вывести деньги. Соответственно, если новичок вводит промокод, как правило, новичок, он торгует плохо, не очень. Это больше актуально для тех, кто уже разбирается, у кого успешно получается торговать. И новичок просто сливается. Пока он зарабатывает свои 2500 долларов, он просто сливается. Нужна обязательно для этого разгонная стратегия, которая в себе содержит тоже немалые риски. Поэтому лучше сначала поторговать без промокода. А еще лучше на демо, как я всегда говорю. Только потом, когда на демо что-то получается, переходим на реальный счет и на нем уже пробуем работать. Полную регистрацию как пройти не показываю, но если у вас получилось зарегистрироваться, все остальное будет тоже получаться. Потому что если вы не умеете регистрироваться, лучше просто пройдите мимо, тем более данная схема высокорисковая. Потому что торговля — это всегда высокие риски, всегда повторяю это. После регистрации вы переходите в личный кабинет, вам обязательно нужно пройти верификацию. Для этого наводите мышку на свой профиль, если у вас открылся график, нажимаете профиль, кнопочку. Открывается окно профиля, здесь нужно пройти верификацию. У меня пройдено по паспорту. И все. Сейчас на этом тоже не заостряю внимание. Если у вас получилось пройти верификацию, остальное вы будете постепенно понимать, вникать. Следующим шагом я хотел бы показать, как правильно торговать одной стратегией. Как я уже ранее говорил, Pocket Option раньше не любил. Сейчас в последнее время торгую чуть-чуть на бинариум, чуть-чуть на Pocket Option, привыкаю к нему. Почему мне не нравился Pocket Option? Он перегружен. Как вы можете посмотреть, здесь много всего. Есть социальная торговля, экспресс-сделки, турниры, отложенные сделки. Там горячие клавиши можно использовать, на самом деле крутая фишка. Также здесь много разных инструментов финансирования, раздела профиля, здесь маркет, есть достижения, здесь много всего накручено. И вот это меня отталкивало. Но по сравнению с бинариумом есть свои плюсы. Например, то, что сделки здесь открываются молниеносно. Вот нажали кнопку «Купить», тут же открылось, без задержек в секунду. Как это на бинариуме происходит. Плюс на бинариум, у меня, если честно, мой ноутбук, он пыхтит. Там, не знаю, возможно, из-за графики он перегружен. Здесь как-то все более оптимизировано. Следующее, что нужно для нашей стратегии, вот у вас, допустим, открыт какой-то график. Давайте откроем что-то более денежное, давайте пометим его звездочкой, чтобы он открылся здесь.
Выбираем график М1, торгуем на минутке. Хайкин Аши свечи ставлю, то есть если стандартные свечи, они выглядят так. Линия выглядит таким образом, бары есть. Я выбираю Хайкин Аши. Следующим шагом выбираю индикаторы. Фрактал Чаус Бенц и Осмо. Закрываем их. Затем на фрактал Чаус нажимаем вот здесь карандашик. Выбираем период 3. Вид выбираем. Везде ставим что-то яркое. Можно фиолетовый, желтый поставить. Фиолетовый — это очень контрастный цвет. Вообще прикольно смотрится. И, соответственно, индикатор будет более отчетливо видно. Значение проверяем 3, сохраняем. Здесь Осмо выбираем 10, ставим. То есть быстрый период, медленный 20, сигнал ставим 6 и нажимаем сохранить. Следующим шагом, что я делаю, открываю здесь разные виды графиков. Вот так вот открываем разные, потому что нам для анализа понадобятся разные. На одном не сидим, почему? Потому что идеальные точки входа, они уходят, я вам сейчас покажу, они быстро заканчиваются, поэтому надо побольше открыть, чтобы нам анализировать быстро, как бы все это смотреть и от графика к графику переходить. Следующее, переключаем время, наводим мышку на время, ставим 30 секунд. Сделка у нас будет длиться всего лишь 30 секундочек. Очень короткие сделки, это такой жесткий скальпинг. Достаточно опасная стратегия, однако если по риск-менеджменту работаем, как я уже рассказывал также в предыдущем ролике, здесь будет где-то вот ссылочка на этот ролик, можете его посмотреть. То есть рассчитываем наш депозит на 6 сделок, не меньше 6. Я буду для видео, как всегда, по минимуму торговать, вообще на 7 рассчитывать, даже еще меньше. Для того, чтобы на случай неуспешного, то есть минусового закрытия сделки, я мог усредняться. И делать двойной догон, опять же, чтобы отработать минус. Потому что на видео, как всегда, не сосредоточен, говоришь, что-то рассказываешь, отвлекаешься. Не скрываю, да, отвлекаюсь, и я не такой прям профессионал, чтобы прям вообще в моменте что-то наблюдать и всегда в плюсы закрываться. И вообще, если кто-то вам показывает, что всегда в плюс закрывается, просто пинчом под зад, до свидос. Невозможно торговать всегда в плюс. Блин, это просто невозможно. Вообще, из чего состоит стратегия? Пока я разговаривал, график уже подошел как раз идеально к нашей стратегии. Смотрим. У нас есть такой фрактал, он фиолетового цвета. Также есть здесь линия Осмо. Что такое Осмо? Это осциллятор скользящий средний. То есть он показывает опережение графика, осциллятор, то есть от скользящей средней. То есть у нас есть средний и показывает расположение графика. То есть в каком направлении сейчас он идет. Сейчас видим, график здесь идет наверх. Обязательно должен идти наверх. И далее наша зеленая линия должна выйти за пределы фиолетовой. Конкретно вот по нашему раскраске, по моей стратегии, выходит наверх. На минутном графике, повторяюсь, открыт у нас минутный график. И когда у нас есть линия здесь открытия сделки, то есть текущей цены, вот она, видим, где находится. Если она находится на этой свечке, мы не трогаем. Эта линия должна сжаться и находиться в пределах зеленой. Только после этого можем открыть сделку, соответственно, в цвет нашей свечи. Свеча зеленая, соответственно, сделку мы должны будем наверх открыть. Давайте подождем идеальную точку входа. Я открыл сделку, потому что у нас открылась новая свеча. Она находилась как раз на зеленой полосе. Это не значит, что 100% сделка откроется в плюс. Она может в минус закрыться. Давайте еще двойной сразу догон здесь делаю, потому что видим пружину нашу. Я ее называю также этот стакан пружиной. В данном случае она выглядит как пружина, сжимающаяся и вытягивающаяся. Находилась на зеленой линии. Вот я приблизил по максимуму, видим две сделочки. Сейчас линия цены, точка входа, находится на уровне, чуть-чуть превышает. Одна сделка первая закрывается в минус, ждем, как закроются вторые. Они также могут закрыться в минус. Это не значит, что 100% у вас все будет в плюс. 100% не бывает. 1 секунда, в плюс закрылась. Снова ставим $5, если повышали. У меня изначально стоит 5, пока что не менял ничего. Давайте еще одну сделочку откроем. Видим, конечно, тоже рановато. И опять же, может график развернуться. Поэтому сейчас смотрим. Если свеча перерастет в красную, значит все, с этого графика уходим, он нам больше не подходит. То есть какая суть стратегии? Когда у нас пересекаем фиолетовую линию, и график идет наверх, и здесь линия Осмо всегда сверху находится, мы нажимаем, соответственно, купить сделку. Входим в сделку. Сейчас все, видим, график разворачивается, он уже вырисовывает звезду нам, неинтересно. Переходим на евро, японская иена. Тоже не подходит график уже, потому что, видимо, он находится внутри фиолетовой линии. Линию Осмо, кстати, можно для виду тоже сделать фиолетовой, чтобы было более заметно. Евро-хуф. Видим, вышли мы за пределы. Здесь у нас график идет наверх, то есть волнующийся такой был. Давайте войдем в сделочку. Посмотрим, что из этого выйдет. Новую свечу в идеале он должен нарисовать выше. Естественно, выше, чтобы мы закрылись в плюс. Просто наблюдаем, что из этого выйдет. 4, 3, 2, 1.
закрылись в плюс. В последние секунды закрылись в плюс. Здесь как бы можно войти еще, попробовать раз, но я не стану и вам не советую. Почему? Смотрим. Здесь у нас фитиль этой свечи закрывается выше, закрылся, чем у предыдущей. То есть предыдущий вообще маленький фитиль. Соответственно, вероятно, рынок сейчас может развернуться и уйти обратно в фиолетовую зону. Переходим к следующему графику. Здесь видим достаточно интересный. Смотрим 7, 6, 5, 4 секунды. И смотрим, где у нас новая свеча откроется. Наблюдаем. Новая свеча ниже фиолетовой открылась. Давайте пойдем в продажу, посмотрим, что здесь выйдет у нас. Видим, свеча сжимается, тоже не очень, конечно, свечка. Немножечко на опережение пошел, но поскольку у меня сумма сделки небольшая, почему нет? Если что, усреднюсь на следующем графике. Видим, не очень график, прям неуверенная точка. Пусть будет, ерунда, показываю как есть. Переходим к следующему графику. Видим, находимся в фиолетовой зоне, ничего хорошего. Сразу давайте $10 на сделку приготовлю, двойную. Здесь ничего хорошего. Следующий ничего хорошего. Тоже ерунда. И вот так от графика к графику ходим и смотрим. Здесь вот видим, вниз идут. А здесь у нас не очень свечи, не очень. Видим, как замедлилось движение. Плюс фитили у нас идут в обратном направлении. Как бы плохая точка. Вот здесь, кстати, была достаточно хорошая точка входа. Здесь видим график, особенно на третьей свече, вышедший наверх. Даже четвертая у нас получается. И направление вверх шло. Здесь можно было поработать немножко аккуратно. Опять же, работаем аккуратно. Видим, здесь график идет уверенно вниз. На таком тоже можно работать. Общее направление у нас тренда, правда, вверх. А сейчас идет откат вниз. То есть, видим, тренд был вверх. Общий. Здесь было вниз. То есть, у нас постоянная волатильность хорошая вверх-вниз. То есть, по идее, здесь можно вниз поработать. Но, опять же, видим, точка входа на фитиле, на кончике фитиля. Не очень. Это не очень хорошо, когда на сжатой пружине и выстреливает вниз. Обратно разворачиваемся и идем снова в графике, смотрим. Нашел вот один график. Здесь интересно достаточно он выглядит. Давайте сейчас подождем, когда мы зайдем опять в красную зону. Отлично, вошел в сделку. Опять же, повторюсь, может быть закроется минус. Но все-таки по своей стратегии я рассчитываю, что пойдет график еще ниже, и мы закроемся в плюс. Потому что мы пересекли здесь фиолетовую линию, уверенно у нас свечка нарисовалась уже, и пружина пытается растянуться. Далее, здесь по линии Осмо идет вниз направление, соответственно, доминируют продавцы. Поэтому ждем, смотрим, крутимся возле моей точки входа. Вот это вот не очень. Я люблю, когда уверенно идем вниз. Я думаю, каждый это любит, когда все уверенно происходит. Ну, что поделать, это рынок. Рынок, он очень волатильный, скачущий. И, кстати, смотрим, вот ошибку я совершил, сделка открылась на 1 минуту. У нас на каком-то из графике минутка это для этой стратегии не очень подходит, потому что каждая свеча у нас минутная. Мы на них анализируем. 4, 3, 2, 1. Уверенно закрылись в плюс. Очередная сделочка завершается плюс. Можем вот посмотреть. Открыть-закрытые, смотрим, здесь плюсовая у нас. Соответственно, отработали предыдущий минус. Возвращаемся к изначальной цене нашей сделки. Повторяюсь, показываю вам все на живой практике. Счет реальный, торгую на реальном. Есть демка, на демке можно торговать даже не регистрируясь, но как бы я уже наторговался на демке, поэтому на реальном работаю. Вот здесь, по идее, можно снова войти в сделку. Давайте войдем. Двойную открыл на $10, потому что график сжался. Достаточно такая пружиночка сжалась. Плюс направление тренда у нас вниз идет. Откат возможен, неизбежен будет. Бывает. $10, скорее всего, сейчас будет минус. Давайте 20 на следующую сделку приготовлю. Ну, можно здесь уже не ждать ничего. Пойдем на следующий график, посмотрим. Вот тоже подходящий вроде бы график, но видим, у нас здесь уже такие замедляющиеся фитили, свечки, кончики. Не очень, не очень. Может, уйдет вниз, но не рискуем, не рискуем. Здесь это тоже достаточно интересный график. Сверху, но слабенько направление идет вниз. Видим, каждая следующая свеча все короче. Возможно, сейчас замедление будет графика, тем более постоянный вверх здесь идет. Возможно, сейчас будет откат. Вниз сходит, а потом снова наверх пойдет. Дальше, вот, здесь видим интересная свечка у нас на кончике фитиля. Давайте подождем. Вошел в сделку вниз на понижение, потому что идет у нас по Осмо по нижнему уровню, то есть ниже нуля отметки. Вышли за пределы фиолетовой зоны, плюс у нас идет, открытие сделки было на красном уровне. И ждем, главное, чтобы мы пересекли вниз, потому что как на $45 выше сделка закрылась вот в минус. Все равно вхожу здесь же, пробую здесь же, потому что крутимся мы на этой отметке, возможно, ниже сейчас пойдет. Но опять же, повторюсь, здесь уже фитиль коротенький, не хочет что-то у нас вниз идти. Не страшно. Готовим на всякий случай $100.
Показываю вам все как есть, без прикрас, то есть никакие там одни сплошные плюсовые вам не рисую, не монтирую, все как есть. Минус значит минус, плюс значит плюс. Снова в минус закрылись, ничего страшного. И идем на следующий график. Бывает, догоны делаем. Здесь вошел сделку наверх, смотрим, что выйдет, потому что находимся выше средней линии, то есть выше нулевой отметочки. У нас идет волной снова вверх, плюс пересекли фиолетовую линию. Смотрим, фиолетовый фрактал пересекли. Снова минус. Бывает такое, бывает. 230. Повторяюсь, ничего не дорисовываю. Как некоторые там вам пытаются показать все успешные сделки, не бывает. Нет ни одной стратегии, которая бы приносила только плюсы. Бывают подряд несколько сделок в плюс, бывают. Вот я вам показываю на живом опыте, на своем, как все это происходит. Открыл новую валютную пару. Австралийский доллар, канадский доллар. Здесь видим, у нас тоже вышли за пределы, идет внизу. Посмотрим, что сейчас выйдет. Сожмется ли свечечка, чтобы нам войти или нет. Вошел в сделку на $230. Валютная пара австралийский доллар, канадский доллар. Посмотрим, что из этого выйдет. Новая свечка открылся на красной зоне. Пока что тянется вниз. В любой момент, как всегда повторюсь, может развернуться. Это, случается достаточно часто, поэтому рассчитываем свой депозит на минимум 6 сделок. 6 я рассчитываю на 7. Поэтому смотрим. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Закрылись в плюс. Все предыдущие убытки перекрыли. Потихонечку торгую, не показываю, как вам с $1 сделать сразу $10 000. Это нереально. Если вам кто-то показывает, он здесь монтирует. Монтирует невозможно. Возможно закрываться в минус часто. А вот в плюс искать сделки, это намного сложнее, как вы могли заметить. То есть идет реальная торговля. На реальной торговле, извините, невозможно анализировать график себя на 100%. Снова вошел в сделку на понижение на $5. На предыдущей свечке видим, на фитиле зашел. Ситуация, про которую я говорил, лучше входить на красной зоне. Но я вошел на фитиле, и он немножечко на следующей свече начал сжиматься. Возможно, закроется в минус, даже скорее всего. Поэтому ищем другой график сразу на $10. Нашел новый график, вошел здесь на $10. Видим, первая свеча вырвалась за пределы, вторая у нас вошел на красной зоне и пошла немножечко вниз. Посмотрим, к чему приведет. По осмо мы идем вниз. И эту сделочку давайте сейчас закроем в плюс и на этом видео закончу. 5, 4, 3, 2 и 1. И уверенно закрываемся в плюс. Как я уже ранее говорил, лучше поторговать немножечко, посидеть полчасика, час, сделать вашу первую торговую сессию, и лучше пусть вы остановитесь на одной успешной сделке, пусть вы заработаете там $10. В первое время больших сумм, естественно, не будет, потому что большие депозиты надо пополнять, чтобы торговать безопасно. Пусть на $10 плюс оторговались, все, выключили компьютер, закрыли график, пошли отдыхать. Обязательно это нужно сделать, потому что у вас начнут эмоции преобладать, особенно когда вы новичок. Пришли через время, вечерком, допустим, поторговали еще немножечко, закрыли несколько сделок плюс, прям по минимуму, на $1 открыли сделку, плюс закрыли или в минус, усреднились, закрыли следующую сделку в плюс или там в минус, соответственно, еще раз усреднились, закрылись в плюс, опа, 2 было подряд минусовых. Эмоции, в любом случае эмоции, никому не приятно терять даже $1-2. Закрыли, отдохнули, так сказать, выработали привычку отдыхать чаще, каждую плюсовую сделку отдыхайте. Для того, чтобы не перегружать себя торговлей, и для того, чтобы не переэмоционировать. Спасибо вам за эту торговлю, спасибо за то, что посмотрели видео до этого момента. И всегда будьте аккуратны, торгуйте на демо-счете, получается на демо, аккуратно переходим на небольшую сумму, там условно $10 закинули, попробовали поторговать. Получается, можно докинуть $100. Соответственно, на $100 уже 1% от депозита, это как раз будет $1, более безопасная торговля. 1, 2, затем получается $4,5 или там 5 поставить на сделку. $12 для того, чтобы усредниться, догнаться в случае неуспешной сделки. И лучше отработать деньги аккуратно, чем, как вам некоторые показывают, там, поставьте сделку на $10, а вы закинули 10 и слиться. Не надо так, не надо. В этом деле главное сохранить и заработать. Не надо терять. Потерять все всегда успеют, не надо. Рынок такая штука, рано или поздно он все равно заставит вас потерять. Я говорю это открыто, честно. Даже бывало терял и по $1500, там, и по 150 000 рублей терял на бинариуме. Бывает всякое. Потому что идеальных сделок подряд не бывает. Иногда бывают сливы, бывает рынок такой просто, что просто надо закрыть терминал,
смириться с тем, то, что вы только что потеряли 50% от депозита, лучше вернуться и отторговать его в следующий раз на свой остаток. И как бы на этом все. Это такой вот небольшой обзор Pocket Option. Одна из стратегий работы на Pocket Option. Это как раз две биржи, где я работаю, Binarium, и сейчас буквально неделю на Pocket Option. Всем спасибо за просмотр, до скорых встреч!